Всем привет! В этом видео я покажу вам, как я заменил изношенные кнопки джойстика на экскаваторе-погрузчике Volvo BL71B. Данный экскаватор-погрузчик 2014 года выпуска. Управление фронтальной стрелой и ковшом здесь осуществляется при помощи серво-джойстика. Это очень удобно, так как джойстик легок в управлении и рука не устает от длительного использования. На джойстике, кроме управления стрелой, ковшом и челюстью, имеются кнопки управления движения экскаватора-погрузчика. Те, кто хоть раз пробовал пользоваться данными кнопками, вряд ли когда-нибудь будут использовать подрулевой переключатель движения, так как использование кнопок движения на джойстике намного упрощает работу, а также делает ее комфортнее. Итак, на джойстике в стандартной комплектации имеется сверху 3 кнопки. Это движение вперед, движение назад и длительная нейтраль. Снизу еще 2 кнопки. Это короткая нейтраль, нейтраль в нажатом положении и кнопка понижения передачи. Что касается данной кнопки, она используется только в сочетании с автоматической коробкой передач Power Shift. Если установлено АКПП с рычажным выбором передач, данная кнопка не задействована. Так вот, на данном экскаваторе-погрузчике я абсолютно всегда пользуюсь данными кнопками джойстика. И примерно на 11 тысячах мод-часов поверхность кнопок стала разрушаться. Да оно и понятно, вечного ведь ничего нет. А на каждую кнопку за этот период было нажато более миллиона раз. Первой сдалась нижняя кнопка короткой нейтрали. Резиновая поверхность раскрошилась и даже вывалилась мембрана кнопки. Это металлическая пластина, создающая щелчок. За данной пластиной расположен небольшой штырек кнопки. Какое-то время я осуществлял нажатие на него, но это совершенно неудобно. Затем начали разрушаться и остальные кнопки. Так как у меня была большая загрузка по работе, а времени на ремонт кнопок не было совершенно, на какое-то время я продлил им жизнь с помощью сопливого клея. Просто нагрел стержень клея и залил все трещины клеем. Конечно, как ремонт этот способ не годится, так как кнопки не так четко включаются и о долговечности тут говорить не приходится. Но на какое-то время оттянуть ремонт возможно. В интернете я видел множество вариантов по ремонту и восстановлению данных кнопок. Большая часть из них полная бредятина. Скажу честно, вариант, который выбрал я, был подсмотрен также на просторах интернета. Итак, теперь ближе к сути. Так как диаметр заводских кнопок составляет 16 мм, я заказал на известном всем китайском сайте кнопки именно 16 мм в диаметре. Эти кнопки называются так: антивандальная металлическая кнопка 16 мм. Данные кнопки представлены в огромном количестве и разных вариантах изготовления. Они бывают с креплением провода под винт и под разъем. Лично я выбрал под винт. А самое главное, они отличаются по способу нажатия и по длине корпуса кнопки. Разумеется, нам нужны те, что покороче. И вот, как только у меня появилось время, я приступил к замене кнопок. Для того, чтобы их поменять, нужно разобрать рукоятку джойстика. Рукоятка состоит из 2 половин, скрепленных между собой 4 винтами под внутренний торакс. 2 винта находятся в нижней части рукоятки, и доступ к ним открыт. А вот остальные 2 прячутся за пластмассовыми заглушками. Для извлечения этих заглушек я применял иголки. Поддевая иголками по бокам, я извлек эти заглушки. Хотя это было непросто. Ведь задача была не просто их выковырить, но и при этом не испортить внешний вид джойстика. Выкрутив благополучно винты, рукоятка располовинилась. Одна правая часть осталась на своем месте, другая левая отсоединилась. При этом освободились верхняя и нижняя управляющие панели. И вот мы видим все кнопки и кучу проводов. Принцип разводки проводов там прост. Имеется центральный провод с муфтой. К этой муфте подключается каждая кнопка. Второй провод кнопки уходит под панель приборов в колодку. Кроме кнопок, в верхней управляющей панели имеется потенциометр для сервоуправления челюстью. К нему подходят отдельные провода.
После того, как я во всем разобрался, откусил провода от одной кнопки. Зачистил небольшой мне участок проводов. Теперь нужно извлечь старую кнопку. С наружной стороны я подделал ножичком корпус кнопки, и она начала извлекаться. В освободившееся отверстие в панельке без каких-либо доработок установилась новая кнопка. И тут хочу отметить пару моментов. В комплекте с кнопками поставляются резиновые колечки для уплотнения. Устанавливать их я бы не рекомендовал, так как при их установке высота кнопки увеличится, а оно нам не надо. Второй момент. Кнопки фиксируются при помощи гаек. В некоторых местах при затягивании гаек возможно выпирание граней гайки, что в дальнейшем усложнит сборку корпуса джойстика. Этот момент можно решить путем стачивания граней на наждаке. Гайка латунная стачивается легко. И еще один момент по монтажу. Крепежную гайку кнопки не стоит затягивать слишком сильно, так как при этом может ухудшиться четкость нажатия кнопки, а также появится залипание кнопки. Лично я затянул гайку, а для того, чтобы она не отвернулась в процессе эксплуатации, нанес на резьбу немного сопливого клея. И вот таким же способом я поочередно поменял все имеющиеся кнопки. Одну уцелевшую кнопку понижения передач оставил на прежнем месте, ведь она была в первозданном виде, потому что не использовалась. Но и назначение кнопки тоже менять не стал, так как она была подключена. А вот в верхней управляющей панельке я установил две дополнительных кнопки. Благо для их установки производитель заложил резервные места. Аккуратно при помощи ножа проделал отверстие и напильником доработал до нужного размера. Затем установил кнопки. Правую верхнюю кнопку я использовал для управления дополнительным воздушным сигналом. Ах да, о нем я еще ничего не говорил. У меня установлен дополнительный звуковой сигнал воздушного типа. Он мне нужен для следующих целей. Во-первых, для различия команд водителям самосвалов и рабочих. Во-вторых, для особо глухих водителей самосвалов. Про установку компрессорного сигнала я вам расскажу в другом отдельном видео, если кому-то будет интересно. Так вот, раньше кнопка управления дополнительным сигналом у меня находилась в боковой панели приборов, что вносило небольшие неудобства в использовании. Теперь же я решил ее перенести на джойстик. А левую верхнюю кнопку я установил для кратковременного включения переднего моста. Бывают такие моменты, когда на объекте грунт либо грязный, либо сыпучий. Передвижение экскаватора-погрузчика осуществляется только на заднем приводе, потому что, во-первых, это экономичнее, во-вторых, меньше изнашивается муфта и передний мост, в-третьих, угол поворота передних колес больше при выключенном переднем мосту. А вот когда нужно зачерпнуть ковшом грунт, без переднего моста возможны пробуксовки задних колес. Вот тогда-то и нужна левая верхняя кнопка. Ее подключение достаточно простое. Я ее установил параллельно рабочим контактам основной клавиши на боковой панели приборов. Для подключения двух дополнительных кнопок пришлось протянуть еще дополнительно 4 провода. В итоге получился джойстик как в кабине истребителя. Данные кнопки и ремонт в целом уже опробованы в работе. И я вам скажу, получилось все отлично. Пользоваться кнопками очень удобно. Срабатывают они четко. Если у кого-то имеется такая необходимость в замене кнопок, а я знаю, что у многих имеется, заходите в описание к видео. Я там оставлю ссылку на продавца кнопок. И по традиции, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Всем бобра, до скорого!